Нет, кондиционер начинает работать, Да. но спустя какое-то время по нему скакивает ошибка, и он отрубается. Должно сейчас пройти время. Давай я за адаптером схожу. Вот такая Hyundai Kona к нам приехала с неисправностью по кондиционеру. Кондиционер включается, какое-то время работает, потом загорается ошибка и он выключается. Пробег на данный момент 11 232 километра. Вот такая вот интересная машинка. Вместо кулисы кнопочки DPNR. Паркинг тоже электрический. Подогрев сидений. Дисплейчик здесь. И дисплей на приборке электронный полностью. В общем, сейчас ее диагностируем и будем смотреть, почему у нас вырубается кондиционер. Он какое-то время работает, потом просто выключается и загорается ошибка по EVO System. Ошибка есть только по БМС, по кондиционеру пока непонятно. Может быть, он просто его не... Сбой отключения напряжения аккумулятора электромобиля гибридного автомобиля. Статистика. То есть сейчас эта ошибка не актуальная. И сейчас нужно как раз, чтобы этот дефект проявился, возможно, проблема по чему-то, что отключает. Так, где у нас кондиционер? Кондиционер, ошибок нет. Текущие данные. На давление. Давление есть. Так, ладно, ошибки нам ничего не дадут. Как-то шумновато работает компрессор. Он находится под 12-вольтовым аккумулятором. И что-то чересчур шумноватый он. Есть подозрение, что из-за того, что у нас шумит компрессор, в нем есть проблема по сопротивлению изоляции. Ну, во-первых, сейчас еще раз проверим сопротивление по компьютеру. Исключено, что нам придется скачивать фреон, а здесь фреон 1234. Сливать масло, смотреть, что у нас с компрессором, ну и дальше тогда принимать решение. Ну а сейчас пока продолжим компьютерную диагностику и проверим сопротивление изоляции. Еще падает. Мегаом. Прям чем больше работает, тем больше падает. Сопротивление изоляции падает. Уже 500 килоом. И не исключено, что 193 килоома. И скорее всего там уже ошибка. Не все понятно. Вам? Короче говоря, наши опасения подтвердились, вернее подозрения. У нас при работе компрессора сопротивление падает, падает, падает. И выпадает в ошибку и вырубает компрессор. Какие еще блоки находятся на этой же линии высоковольтной? Может, А выключи компрессор сейчас. хитр какой-то, да. Кстати. Это ты выключил или он по ошибке выключился? Вот, компрессор выключили и сопротивление увеличилось до 1,5 мегаом. Короче говоря, скорее всего проблема так и есть с компрессором кондиционера. Вот у нас стоит электромотор, редуктор и компрессор кондиционера, на который у нас подозрение. А вот снизу стоит батарейка. Интересно, сколько она киловатт? Непонятно. Непонятно, скольки киловаттная здесь батарейка стоит. Но достаточно большая по размеру. Алюминиевая. То же самое, как на Теслах. Все днище занимает. Ну, в общем-то, не только на Теслах, на многих электромобилях, которые были разработаны именно как электромобиль. Сняли компрессор кондиционера, чтобы поставить на стенд, проверить его. И можно обратить внимание, что здесь на алюминиевом корпусе есть окислы. И вот у нас есть такой же компрессор, только с другого автомобиля, тоже корейского, непонятно, честно говоря, с какого, потому что это бэушный покупали. И на нем такого ничего нету.
алюминий абсолютно чистый, без всякого налета. И здесь можно обратить внимание, что здесь 134 фреон, а здесь 1234. И это Корея, и то Корея, но какое-то отличие у них есть. Посмотрим, сейчас его нужно будет помыть снаружи и поставить на стенд. Посмотреть, что он будет. Скорее всего, после ДТП, когда была разгерметизирована система кондиционирования, то попала влага. И после этого ее соединили, вакуумировали, заправили, но она проходила недолго, потому что пробег всего лишь 11 тысяч километров, и вряд ли компрессор умер бы своей смертью при таком пробеге. Ну, в общем, будем разбирать его и смотреть, что здесь. И вот как раз на примере этого автомобиля очень наглядно видно, что автомобиль, который был с ДТП со Штатов, пусть удар был не сильный, не буду здесь углубляться в ту часть, что здесь восстанавливалось, что нет, а хотелось бы сказать больше о другом, о том, что вот здесь видно, что установлен новый радиатор, возможно, новый диффузор, то есть все ровненько, все четко, радиатор кондиционера тоже установлен новый, но из-за того, что было повреждение передней части, и автомобиль мог какое-то время постоять с разгерметизированной системой кондиционирования, туда напитывается влага в масло. И после подключения, при вакуумировании, эта влага с масла не уходит. Можно удалить оттуда воздух, чуть-чуть влаги выйдет, но в целом она там остается. И вот когда влага присутствует в масле, запускаете двигатель, вернее не двигатель, а кондиционер, он какое-то время работает вообще без проблем, потом начинаются проблемы. Если это автомобиль электрический, то эти проблемы связаны с сопротивлением изоляции и прочей ерундой. А обычные двигатели внутреннего сгорания, где электрики нету, просто электромагнитная муфта, которая включает компрессор, либо же клапан, который выключает, этого не почувствуете по сопротивлению изоляции. И автомобиль будет ездить, и компрессор будет вырабатывать, он будет изнашиваться. И вся грязь, которая есть в компрессоре, дальше попадает и в радиатор, и в осушитель, и в испаритель, короче говоря, во всю систему. И потом начинаются проблемы с тем, что, установив новый компрессор, в системе остается грязное масло, и его оттуда физически никак не убрать, даже промывкой на 100% не убрать оттуда всю эту стружку. И вследствие чего как раз и приходит к тому, что, установив новый компрессор взамен изношенного, компрессор в быстром времени выходит из строя. Поэтому вот так вот все еще зависит от того, какое было повреждение и как был произведен ремонт. Поэтому обращайте на это внимание и не попадайтесь на такую проблему. Ну, в общем, продолжим мы дальше заниматься этим автомобилем. Вскрыли мы компрессор, и вот можно увидеть последствия того, что контур был открытый. Сам компрессор был хороший, но из-за того, что влага попала, вон на алюминии коррозия. И даже на самом роторе есть следы от статора. Вот такие вот неприятные последствия. И вот здесь тоже на самом валу ротора коррозия. И вот как раз это говорит о том, что здесь была водичка. И от она может давать такую проблему, с которой автомобиль к нам приехал. В общем, продолжим его вскрывать. Сейчас вскроем инвертор и посмотрим, что на инверторе. Масло при этом абсолютно чистое. Сам компрессорный блок при этом даже не пострадал. Ну, скорее всего. Мы его сейчас вскроем, но как минимум нет такого серого налета, как, допустим, в том же BMW, который мы разбирали. Там было масло аж черное по BMW i3. Его тоже слили масло, и здесь тоже вот такое масло серое с грязью. Но продуктов износа нету, но коррозия здесь тоже была, водичка вернее была, и тоже все корродировало, к сожалению. А вот сама эта улитка, которая абсолютно в отличном состоянии, она светленькая, без налета. Здесь этот налет есть, но это не смертельно, конечно, но тем не менее разница явная между одной и второй улиткой. Это единственная улитка в природе, которая не прячется в панцирь, сука. Так она все время в панцире сидит. Да. Ну, Поэтому она туда не прячется. Да. Вот здесь, конечно, коррозии много. И мне кажется, что особо сильно пострадал именно вот этот вот подшипник. Да, вот он, как раз вот этот подшипник и шумел. Вот крутни. Ух ты.
Вот он как раз ей давал такой шум. А самая лучшая проверка шума, а ну дай, это поставить ее на металл. А ну. Да, а ну еще раз куда? А ну давай. Во. Вибрация идет по металлу и хорошо слышно. Вот этот как раз подшипник и давал нам основной шум. Так, проверяем. Проверяем сопротивление изоляции обмотки компрессора. 1 мегаом. Короче говоря, сейчас у нас все нормально работает. Но у нас на самом деле, когда мы запускали автомобиль, он у нас тоже работал. И через какое-то время только начинались проблемы. То есть сейчас у нас 1,5 мегаома почти, в принципе, должен был работать. Ну, у нас он и работал. Только в момент, когда либо нагрев был, либо что-то происходило в нем, то есть со временем, начинались проблемы. Возможно, влага, которая была там, нагревалась, испарялась, и был туман, который проводил другой компрессор. Смысл тот же самый моторчик. И сейчас проверим здесь сколько. Вот здесь бесконечность, 518 мегаом. При этом все нормально. Вот это идеальное состояние обмотки мотора. 518 мегаом. Здесь сгоревшая машина, который был залит водой. Бесконечность. Что если давал? Здесь вот это сгоревший автомобиля, он снаружи нагар, и все равно у него бесконечность. Лакопровод не повредился. Так, компрессор взяли другой, переставили единственное, что разъемы, потому что немножко отличается он. Здесь были у нас провода. Ставим сюда компрессор, новый практически, и будем менять осушитель. Достаю осушитель. Вот так вот он выглядит. Сверху чистенький, снизу грязный. А вот что на фильтре снизу. Тут есть какая-то грязюка. Сейчас хочу вытащить ее отсюда и посмотреть, что здесь. Песочек с маслом. Вот эта грязь и по системе кондиционера не может гулять. Установили компрессор и заменили осушитель. В общем, теперь автомобиль поедет в наш отдел, который находится по другому адресу, для того, чтобы заправить фреоном, потому что здесь 1234. У нас этой станции нет, и поэтому мы отгоняли ее туда, там откачивали, и там будет заправлять. Ну, а мы на этой машине работу окончили, ну и будем надеяться, что автомобиль будет ездить. Заправили кондиционер, нету шумов посторонних, как был первоначально. Как я уже говорил, поменяли фильтр-сушитель. Короче говоря, все теперь на данный момент все работает. Поэтому будем надеяться, что компрессор прослужит долго и не будет доставлять хлопоты владельцу. Потому что обидно, что на автомобиле всего лишь 11 255 километров и уже кондиционер, компрессор не работает. Новый компрессор, кстати говоря, стоит в районе 50 тысяч гривен. Ну, если все делать по-правильному, это нужно менять конденсор, испаритель, промывать трубки. Это выходит в такую достаточно круглую копеечку. Поэтому бывает такое, что вроде как автомобиль с небольшими повреждениями приехал со Штатов, но была разгерметизация системы кондиционирования и привело к выходу, к очень скорому выходу из строя компрессора кондиционера. Поэтому вот такой вот ремонт. Ну а вот более печальный случай, который произошел с компрессором кондиционера Tesla Model S.
После ДТП в переднюю часть автомобиль постоял с разгерметизированной системой какое-то время. И как следствие компрессор ремонту не подлежит. И только некоторые части можно использовать как донорские при ремонте других компрессоров. Поэтому если вам нравится видео, ставьте лайк. Если вы хотите еще увидеть много интересного по теме электромобилей, а также все, что связано с электромобилями, не только по силовой, но еще и по кондиционерам и прочей системе, то подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать оповещения, когда выходит новое видео. Но мы не прощаемся с вами. До скорой встречи!